В глубине лесов северной части штата Айдахо, вдали от городов и оживленных дорог, на границе огромной заповедной территории жила пожилая женщина по имени Маргарет Коллинз. Ее небольшой дом стоял возле старой лесной дороги, где редко появлялись люди. Много лет назад Маргарет работала ветеринаром и посвятила жизнь спасению животных, но после выхода на пенсию решила оставить город и поселиться ближе к природе. Теперь ее дни проходили спокойно. Она ухаживала за садом, занималась домом, читала книги о животных и часто гуляла по лесу, наблюдая за его обитателями. За годы работы она научилась понимать поведение зверей и знала, что человек не должен вмешиваться в их мир без необходимости. Однажды, ранним утром, когда над деревьями появился первый солнечный свет, Маргарет заметила на земле возле дома свежие следы. Они были слишком большими для обычного животного и вели прямо к густой чаще. Женщина сразу поняла, что ночью рядом проходил медведь. Через несколько дней она увидела его впервые. На поляне возле ручья стояла большая бурая медведица. Она не проявляла агрессии и не пыталась приблизиться, а лишь спокойно смотрела в сторону дома. Маргарет остановилась у крыльца и не стала делать резких движений. Она знала, дикое животное нельзя заставлять чувствовать угрозу. Несколько секунд они просто смотрели друг на друга, а затем медведица медленно развернулась и скрылась среди деревьев. После этого случая Маргарет начала иногда замечать ее неподалеку. Сначала медведица приходила одна, но позже рядом появился крупный самец. Он двигался осторожно, держался немного позади и внимательно следил за происходящим вокруг. Казалось, медведи проверяли это место и постепенно понимали, что здесь безопасно. Маргарет никогда не пыталась приблизиться к ним или привлечь их внимание. Она лишь наблюдала издалека и со временем поняла, что ее участок стал частью их привычного маршрута. Однажды, в начале лета, она увидела возле ручья не только взрослых медведей, но и двух маленьких медвежат. Они неуверенно бегали по траве, пытались карабкаться на поваленные деревья и падали, но снова поднимались. Их мать внимательно следила за ними, иногда мягко возвращая малышей обратно. Для Маргарет эти моменты стали особенными. После многих лет среди больных животных она снова почувствовала ту радость, которая когда-то привела ее в профессию ветеринара. Но однажды, поздним вечером, все изменилось. Когда начался сильный ветер, женщина услышала слабый звук возле старого участка леса за домом. Сначала она подумала, что это просто шум деревьев, но затем снова услышала тихое жалобное урчание. Опыт сразу подсказал ей, что животному нужна помощь. Маргарет взяла фонарь и осторожно отправилась на поиски. Возле большого дерева, упавшего после бури, она обнаружила маленького медвежонка. Он лежал среди листьев, ослабший, и почти не реагировал. Рядом не было ни медведицы, ни других животных. Женщина понимала, что вмешиваться в природу опасно, но оставить малыша означало почти наверняка обречь его на гибель. Она осторожно подняла медвежонка и принесла его домой. Маргарет оборудовала для него теплое место и использовала все свои знания, чтобы вернуть ему силы. Первые дни были самыми тяжелыми. Она следила за его состоянием, просыпалась ночью и проверяла, как он себя чувствует. Постепенно медвежонок начал оживать. Сначала он просто открыл глаза, затем попробовал подняться, а через несколько недель стал самостоятельно ходить по дому и изучать все вокруг. Он быстро привязался к женщине и постоянно следовал за ней во дворе. Маргарет назвала его Бенни. Она понимала, что он не может остаться рядом навсегда, но это имя стало символом истории, которая изменила их обоих. Когда медвежонок начал быстро расти, женщина увидела, что перед ней уже не слабый малыш, а настоящий дикий зверь.
Она связалась со специалистами по реабилитации животных и начала готовить Бенни к возвращению в лес. Маргарет постепенно уменьшала его зависимость от человека, позволяла больше времени проводить на улице и учила искать пищу самостоятельно. Это было тяжело, потому что медведь привык к ее присутствию и часто искал поддержки. Но женщина знала, любовь к животному иногда означает отпустить его. Через несколько месяцев наступил день возвращения в природу. Возле границы леса появилась та самая медведица. Рядом с ней были уже подросшие медвежата, которых Маргарет когда-то видела маленькими. Бенни почувствовал их присутствие и замер, внимательно прислушиваясь. Медведица издала спокойный звук, и молодой медведь словно узнал ее. Маргарет открыла ворота ограждения. Ее руки дрожали, но она не остановилась. Бенни сделал несколько шагов вперед, затем обернулся. Женщина ничего не сказала, лишь посмотрела на него, понимая, что пришло время. Медведь подошел к своей семье. Медведица осторожно обнюхала его, а затем направилась к лесу. Бенни пошел следом и вскоре исчез среди деревьев. Перед тем, как скрыться окончательно, он еще раз остановился и посмотрел назад. Маргарет запомнила этот момент навсегда. Прошли годы. Женщина продолжала жить у леса и иногда замечала большие следы возле ручья или силуэты среди деревьев. Она знала, что медведи не забыли это место. Однажды осенним вечером она вышла во двор и увидела знакомую фигуру у края леса. Перед ней стоял огромный взрослый медведь. Его тело стало сильным, но взгляд остался прежним. Рядом с ним были два маленьких медвежонка. Это был Бенни. Он не подошел ближе, не нарушил границу между человеком и дикой природой, а просто остановился и посмотрел на женщину. Маргарет поняла, годы заботы не исчезают бесследно. Даже дикое животное, вернувшееся в лес, может помнить того, кто однажды подарил ему шанс на жизнь. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.